Итак, давайте заново. На протяжении последних 3 месяцев я почти не ел, спал и выходил из подвала, чтобы сделать какие-то жалкие 100 секунд анимации. В процессе я чуть не сломал запястье, меня отчислили и выгнали из дома. Но это не важно, потому что сейчас я покажу, через какой ад и Blender мне пришлось пройти. И это было бы оправданно, если бы мою анимацию посмотрели больше, чем 1,5 землекопа. Ну а хватит так грустно, давайте поговорим о том, что вгоняет в депрессию. Вот как вы думаете, сколько времени уходит на создание подобной анимации? Неделя? Может быть месяц? 2 месяца! Подождите, уже март? Тогда даже 3 месяца! 3 сраных месяца я делал эту анимацию! И вы даже не представляете, насколько анимация это кропотливый процесс. Если вы всегда думали, типа... Ой, да что там делать, я так же могу. То хрен там плавал, но если быть до конца честным, чистого рабочего времени у меня ушло 120 часов. Откуда я знаю такую точную цифру? Да потому что я достиг такого уровня прокрастинации, что вместо того, чтобы сесть и делать анимацию, я пошел с нуля писать собственную программу трекер, которая ловит активные окна. И дотошно считает, сколько минут я реально сижу в Blender. Кто еще из вас страдает такой фигней, что готов написать программу, лишь бы не делать домашку? Пишите в комменты свои самые тупые способы прокрастинации. Интересный факт. Анимация про шаурмичную вообще не должна была быть самостоятельным видео. Изначально эта анимация готовилась для другого видео. Но один молодой человек, кстати, вот он, так и не записал и не смонтировал видео. Почему? Ну потому что оказалось, что впихнуть целый небольшой сюжет в 20 секунд в отдельных под интро это задача невозможная. Хотя с другой стороны, что ему мешало придумать другое интро? Это же. Ладно, знакомьтесь, Глеб. Собственно говоря, ядро нашего сервера и человек, ответственный за этот кринж. Русский Ирик, нам Чё? надо жестко потекать, иначе Не. она нас съест. Да ну, естественно, она жестко спидраун будет сейчас. Так, корм. А нафига нам транквилизатор, если... Первое попавшееся, что еще был. Нужна отвертка, семена, плоскобутсы. Плоскобутсы сем... Плоскобутс. Пожалуйста, не заходите туда. О нет, он вернулся, я должен успеть все удалить. Как ты выбрался, а? Иди сюда. Следующим этапом было создание персонажа и локации. О, вот и мой автобус. Кстати, создание именно этой части было на удивление одной из самых легких задач. И я справился в первые 2 дня. Я практически не использовал готовые ассеты, разве что все материалы были скачаны с вот этого сайта. Но что насчет персонажей? Неужели я смог как-то перенести их прямиком из Роблокса? Да, но не все так просто. У Глеба уже был скин, поэтому с помощью плагина я перенес его в Roblox Studio. После экспортировал как модель и, получив так желаемую текстуру, с помощью магии монтажа наложил на вот этот риг. Быстрая сводка. Риг это модель, которая пригодна для анимации, просто модель для этого не очень подходит. Дальше я воспользовался вот этим плагином в Blender и импортировал аксессуары, вводя ID каждого предмета. И вуаля. Я сказал вуаля. Так то лучше. Добро пожаловать в Матрицу. О нет, я должен выбраться отсюда. Хотя, знаете, здесь не так уж и плохо. Со мной я обдумывал еще чуть сложнее. Эти скины я сначала собирал в Roblox Avatar каталог, а уже потом по той же схеме переносил в Blender. Собственно, вот и локация. Красиво. Сценарий я придумал вообще пока мылся. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ух ты ж, блять. Муся, ты зачем меня так пугаешь? Ты нахуя в одежде будешь? А тебе это ебать не должно. Большие города. Ну ты долбоёб. Сценарий был набросан, я, собрав манатки, на все выходные уехал на остров отдыхать. Ладно, на самом деле я там страдал, потому что я не очень люблю путешествовать. А еще когда я ехал на велосипеде, И вот то тогда сделал это сальтуху происходит. и растянул запястье. Момент, когда дыхание замедляется. Вот фотки. Кстати, на этом острове живут очень милые зверушки-квоки, а в интернете есть тренд на то, что с ними нужно сделать селфи. Ну и вот я ему говорю, рост у тебя. Это чё? Ну это ты набросок приписал, сделал полноценный сценарий. Еще раз. Этот гений сделал из 10 реплик 3-страничный документ. А я надеюсь, вы помните, что с оригинальным видео не срослось, потому что интро должно быть максимум 20-30 секунд. А анимация получилась на 1,5, мать его, минуты. И типа возникает такой вопрос. А куда больше-то?
Извини, Глеб, но нет. И вот сцена готова. Персонажи готовы. Сюжет готов. И что же теперь? Правильно, чай. Какой чай? С моими слезами. Начался долгий и кропотливый процесс по созданию анимации. И вот как всегда. С одной стороны, работы не то чтобы много. Но с другой стороны, чем можно было так долго заниматься? Да. Сложный вопрос. А знаете что? Давайте я покажу вам на примере. Внимание. Сейчас будет душно. Представим, что у нас есть риг. Этот риг состоит из условно поделенных двух частей. Основная кость, она же рудбон, которая нужна, чтобы передвигать... Алло? Вы меня слушаете вообще? Алло? Так, не спать. Ясно. Давайте я расскажу что-нибудь менее душное. Когда анимация уже была почти готова, я начал переделывать свой канал на ютубе. И подготовился я основательно, не как в прошлый раз. Сначала я сменил имя, добавил описание, после я занялся аватаркой профиля и шапкой канала. И вот знаете что? Именно в этот момент я впервые почувствовал всю силу блендера. Ну то есть суть блендера как такового в том, что ты вправе создавать что угодно. Это значит, что я не ограничен ничем в своей фантазии. Буквально ничем. Я могу сделать вот этих двоих фимбоями и выкладывать это на бусте. Ладно вам, я шучу же. Или нет? Если это видео наберет 1000 лайков, я реально сделаю их фимбоями? Блять, у меня были 8 часов, чтобы доделать анимацию, а я смотрел тики-токи. Подождите. И все? Это весь сценарий? Ты чё там совсем обленился? Прошло всего 6 минут. Иди нахуй. Но получается все. Обязательно посмотрите мою анимацию. Вот ссылка. Кстати, а у вас вообще было такое, что вложил кучу сил и времени, а в итоге никто не посмотрел видео? Или это только я такой везучий? А если серьезно, напишите, что в блендере для вас самое сложное. Моделинг, риггинг или когда все вылетает на рендере. Я посмотрю, чего в комментах больше, и на эту тему сделаю следующий подробный гайд.